Книга 1. Цель человека. Глава 1. Сфера деятельности Дианетики. Наука о разуме. Цель, которая привлекает тысячи поколений людей. Армии, династии и целые цивилизации исчезли с лица Земли из-за отсутствия этой науки. Рим превратился в пыль, потому что ее не было. Китай утопает в крови по этой же причине. В арсенале человечества хранится атомная бомба, готовая к действию из-за пренебрежения этой наукой. Никакие другие исследования не велись столь неистово. Ни одно первобытное племя, независимо от степени своего невежества, не упустило случая распознать тот факт, что проблема действительно существует. Никто не упустил возможности хотя бы попытаться сформулировать этот вопрос. Сегодня австралийский абориген заменяет науку о разуме волшебным лечащим кристаллом. Шаман британской Гвианы делает все, чтобы подменить подлинные законы разума своими монотонными песнями и священной сигарой. Барабан гольского шамана заменяет технологию излечения недостатка душевного спокойствия его пациентов. Просвещенный золотой век Древней Греции в своей лечебнице для душевнобольных в храме Асклепия не имел ничего, кроме суеверий. Все, что римляне могли сделать для спокойствия больных, это взывать к пенатам или приносить в жертвы Фебрис, богини лихорадки. И столетия спустя английский король мог очутиться в руках экзорцистов, которые пытались вылечить его горячку изгнанием злых духов. С древних времен и до наших дней, и в самых примитивных племенах. И в наиболее развитых цивилизациях люди приходили в состояние испуганной беспомощности, сталкиваясь с феноменом странных заболеваний или аберраций. Их безнадежные попытки вылечить человека лишь слегка изменялись на протяжении всей истории. И до нашего времени процентное соотношение выздоровевших постоянно как для психиатра, так и для шамана, которые сталкиваются с одинаковыми проблемами. По словам одного современного писателя, единственным шагом вперед в психиатрии являются чистые комнаты для душевнобольных. С точки зрения жестокости лечения сумасшедших методы шамана или бедлама-8 оставлены далеко позади цивилизованной технологии уничтожения нервных клеток. Сегодня применяют шоковую терапию и хирургическое вмешательство, методы, которые не оправдываются полученными результатами и которых не потерпели бы даже в самом жестоком первобытном обществе. Потому что эти приемы низводят жертву до уровня зомби, уничтожая ее как личность, лишая высоких стремлений, превращая в послушное животное. Мы далеки от обвинения практики нейрохирурга с его шилом, которое он вонзает и проворачивает в умах сумасшедших. Эти примеры приведены здесь исключительно для демонстрации глубины отчаяния, которое человек может ощутить, когда он встречается с проблемой умственных отклонений, которая кажется ему неразрешимой. В более широких кругах обществ и наций недостаток науки о разуме никогда не был столь очевиден. Точной науки, стихийно развиваясь, ушли далеко вперед по сравнению со способностью людей понимать друг друга и вооружили нас ужасным оружием, которая только и ждет следующей истерической вспышки войны. Это непростые проблемы, их встречает на своем пути каждый. Пока человек понимает, что его единственное превосходство над царством животных – разум, пока он понимает, что только разум – его единственное оружие, он исследует, размышляет и строит постулаты, пытаясь найти правильное решение. Подобно мозаике, разбросанной беззаботной рукой уравнения, которые могли бы привести к созданию науки о разуме и поднять ее до уровня самой главной научной дисциплины Вселенной, перемешивались снова и снова. Иногда два фрагмента соединялись, иногда, как это было в золотой век Древней Греции, выстраивалась целая секция. Философ, шаман, знахарь, математик, каждый смотрел на свои кусочки. Некоторые думали, что это кусочки разных мозаик. Другие уверяли, что все они – часть одной мозаики. Некоторые предполагали, что всего существовало 6 мозаик, другие уверяли, что только 2. А войны продолжались, общества приходили в упадок и исчезали. И множество ученых томов было написано о постоянно увеличивающихся ордах безумцев. С методами Бэкона и с математикой Ньютона точные науки продвигались вперед, расширяя свою территорию и укрепляя рубежи. И только изучение разума плелось далеко позади, как батальон дезертиров, не заботящихся о том, сколько флангов союзников они обнажают для нападения противника. Но в конце концов в каждой мозаике существует конечное число кусочков. Да и после Фрэнсиса Бэкона, Герберта Спенсера и горстки других маленькие секции были собраны воедино. Множество достойных внимания фактов было замечено. Для того, чтобы не заблудиться в тысячах вариаций, из которых состояла эта мозаика, нужно было всего-навсего уметь отличать добро от зла, правду от лжи и использовать людей и природу как лабораторию. Что должно входить в науку о разуме? 1. Ответ о том, что есть цель мышления. 2. Открытие единственного источника всех психозов, неврозов,
компульсий, репрессий и общественных отклонений. 3. Неизменное научное доказательство фундаментальной природы и принципов работы человеческого разума. 4. Методы, при помощи которых найденный единственный источник всех проблем был бы обязательно устранен, и искусство применения этих методов. Мы, естественно, исключаем умственные помешательства, связанные с увечьями, повреждениями мозга и патологическими отклонениями в нервной системе, исключаем тех, кто был изувечен врачебным вмешательством в работу мозга путем уничтожения его частей. 5. Методы предупреждения психических расстройств. 6. Причины возникновения и способы лечения всех психосоматических недугов, которые составляют примерно 70% общего числа заболеваний. Такая наука превзошла бы все самые строгие требования, которые могли быть предъявлены к ней в любом веке. Наука о разуме должна достигать всех этих целей, и факты показывают, что это так и происходит. Наука о разуме, которая действительно достойна этого названия, должна быть сравнима с химией и физикой в степени своей экспериментальной точности. В ее законах не должно быть исключений. Не должно также возникать необходимости ссылаться на авторитеты. Ведь атомные бомбы взрываются без разрешения Эйнштейна, это происходит по законам природы. При помощи технологии, выработанной на основе законов природы, специалисты могут сделать 1 или миллион атомных бомб. И все они будут одинаковыми. После того, как аксиомы и технология были бы сформулированы и работали бы как целостная наука о разуме на том же уровне точности, что и точной науки, можно было бы обнаружить пункты соприкосновения почти с каждой школой мышления познания мира, которая когда-либо существовала. Это опять-таки достоинство, а не недостаток науки о разуме. Дианетика действительно обладает следующими свойствами. 1. Это четко организованная наука о мышлении, построенная на точных аксиомах утверждения законов природы на уровне точных наук. 2. Она содержит терапевтический метод, при помощи которого могут быть вылечены все умственные расстройства неорганического происхождения и также все психосоматические заболевания органического характера с гарантией полного выздоровления в любом случае. 3. Она открывает в человеке рациональность и способности намного выше средних, при этом обогащая, а не уничтожая личность и ее жизненную энергию. 4. Дианетика дает исчерпывающее представление о полном умственном потенциале человека, обнаруживая при этом, что он более значителен, чем предполагалось. 5. Исходная природа человека открыта дианетикой, а не просто угадана или дана как постулат. Эта исходная природа может быть полностью введена в действие в любом человеке. Человек в своей основе хороший. 6. На основе клинических и лабораторных исследований дианетика обнаружила единственный источник душевных расстройств. 7. Дианетика установила полную меру возможностей и объема человеческой памяти. 8. Дианетика установила полную записывающую способность разума, обнаружив при этом значительное отличие от бытовавших ранее предположений. 9. Дианетика выдвигает немикробную теорию заболеваний, дополняя биохимию и работы Пастера по микробной теории, обобщая знания в этой области. 10. С появлением дианетики прекращается необходимость уничтожения мозга шоками и хирургией, которые применяются для управления пациентами и регулирования их поведения. 11. Дианетика дает действенное объяснение физиологических эффектов применения наркотиков, лекарств и эндокринных веществ, а также дает решение многих проблем, над которыми работает эндокринология. 12. Дианетикой обогащены различные исследования в области образования, социологии, политики, в военном деле и в других науках. 13. Дианетика расширила цитологию и другие исследования. Все перечисленное – набросок возможного поля деятельности науки о разуме. Это также конкретное определение дианетики и сферы ее действия.